Таинственный рейс. В московском Внуково приземлился американский военный борт. Битва культур в Совбезе ООН. Небензя защищает Машу и Медведя, Мельник цитирует Энеиду. Представитель Ватикана в Москве призывает прекратить огонь в Украине и вернуться к переговорам. Вашингтон усиливает санкционное давление на Иран, а Сирия после десятилетия ограничений начинает новую главу. В США спор о голосовании по почте перед ноябрьскими выборами. А в Китае роботы ставят рекорды, поднимают штанги и танцуют. Правда, не всегда удерживаются на ногах. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Необычный рейс в Москву. Утром во Внуково приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III. По данным сервисов отслеживания полетов, борт с позывным RCH-4555 прибыл из Риги. Туда он прилетел 23 августа из района Вашингтона с объединенной базой Эндрюс в штате Мэриленд. C-17 используют для перевозки военных, техники и оборудования, в том числе при подготовке поездок высокопоставленных американских чиновников. Однако официально цель нынешнего рейса не называлась. Версии о возможной связи самолета с визитом главы Пентагона Пита Хексета пока ничем не подтверждены. В открытых источниках этот рейс называют первым публично зафиксированным прилетом американского C-17 в Россию с мая 2020 года. Тогда такой самолет доставлял в Москву аппараты ИВЛ во время пандемии коронавируса. О причинах нынешнего прилета спросили и в Кремле. Дмитрий Песков ответил коротко. Сегодня в СМИ появилась информация, что во Внуково облил военно-транспортный самолет ВВС США. Мог бы Кремль как-то прокомментировать, может быть, раскрыть детали какого-то нового визита? Спасибо. Нет, я не располагаю такой информацией. В Совете Безопасности ООН обсудили войну в Украине и перспективы прекращения огня. Заседание прошло в День независимости страны. Позиции участников о том, как остановить боевые действия, заметно разошлись. Россия может закончить войну, просто прекратив боевые действия. Так глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сформулировал позицию Копенгагена. Россия использует иранские беспилотники и северокорейские ракеты, от которых гибнут мирные жители Украины. Это бессмысленная война и бесконечные гуманитарные страдания, которые она приносит, могли бы прекратиться очень просто, если бы Россия согласилась на безусловное прекращение огня, которое Украина предлагает уже больше года. На самом деле, все очень просто. Если Россия прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, это будет означать конец существования Украины. Вашингтон сделал акцент на возвращении к переговорам. Вместе с президентом Трампом мы продолжаем призывать к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам, чтобы положить конец российско-украинской войне и вернуть мир и стабильность обеим странам. Число погибших продолжает расти, удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые атаки, направленные против гражданских судов или создающие угрозу их повреждения. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда у этой войны нет военного решения. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Китай говорил о причинах войны иначе. Пекин вновь призвал учитывать интересы безопасности всех сторон и искать решение проблем европейской безопасности. Необходимо совместно искать фундаментальные решения. Нынешняя ситуация в Украине имеет глубокие и сложные причины и, по сути, является проявлением напряженности в сфере европейской безопасности. Она показала простую истину. Безопасность всех стран неделима. Китай призывает все заинтересованные стороны смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе и придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Москва безусловное прекращение огня отвергла. Господин председатель, никаких договоренностей за счет интересов безопасности России не будет. Никакая частота заседаний Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет. Россия и причины назвала, по которым отвергает перемирие. А людей, которые нашли в себе смелость озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решетку или уничтожают физически. Беспрецедентные гонения на каноническое православие сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан. Усиленно переписывается история. Отвергается наследие Советского Союза. Восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты,
истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев. Ущемляется не только русский язык, истребляется все, что связано с нашим общим прошлым. Киевские власти демонстрируют поистине пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе по факту, к собственным гражданам, являющихся русскими не только по крови, но и по культурному коду. Убогость киевских правителей как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и медведь», поскольку он где продвигает российские милитаристские нарративы. Господин председатель, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. На обвинение Украины Россия ответила Польша. Украина напоминает миру, что свобода — бесценная ценность, которую необходимо беречь и защищать. Польша вместе с Канадой стала первой страной в мире, признавшей Украину независимым государством. Мы однозначно призываем все государства, члены ООН, поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. К сожалению, масштаб последних российских атак показывает, что Москва не готова прекращать боевые действия против Украины и вести добросовестные переговоры. При этом представитель России пытался высмеять украинскую демократию, приводя в пример запрет российского мультфильма «Маша и медведь». Тем временем Россия не допускает местную партию к выборам в Государственную Думу в следующем месяце и приговаривает ее заместителя, председателя Льва Шлосберга, к 11 годам колонии за призывы к прекращению огня. Это ясный сигнал. Кремль не терпит призывов к миру. Неспособность агрессора одолеть меньшего соседа, который защищает себя, похоже, лишь усиливает стремление России терроризировать беззащитных мирных жителей, нанося удары по городам вдали от линии фронта, жилым домам, больницам, школам и детским площадкам. Представитель Украины Андрей Мельник обратился уже к партнерам Киева. Он потребовал передать Украине имеющиеся в запасах ракеты-перехватчики «Патриот». Кроме того, Мельник предложил создать 50-километровую демилитаризованную зону с российской стороны границы. Эта резолюция также должна потребовать немедленного и безусловного вывода всех российских войск с международно признанной территории Украины. Более того, мы призываем Совет предусмотреть в резолюции создание 50-километровой демилитаризованной зоны на российской стороне международной границы с Украиной. Это необходимая мера безопасности для защиты мирного населения Украины от продолжающихся атак с территории России. Если этот Совет действительно намерен положить конец российской захватнической войне против Украины, он должен, наконец, добиться выполнения решения Международного суда ООН, вынесенного 4,5 года назад. Господин председатель, в заключение, следуя уже сложившейся доброй традиции, я не могу не обратиться с несколькими последними словами к представителю Российской Федерации. Но на этот раз сделаю это не на привычном ему языке, а словами Ивана Котляревского. Он был основоположником современной украинской литературы и в 1798 году написал свою знаменитую бурлескно-травестийную поэму «Энеида». И я процитирую эти строки по-английски, чтобы их поняли все присутствующие в этом зале. «Убирайтесь прочь отсюда, отправляйтесь в ад». И я могу лишь повторить. «Россияне, убирайтесь к черту из Украины». Благодарю за внимание. В Кремле отреагировали на слова президента Финляндии Александра Стуба о дальних ударах Украины по российской территории. Стуб считает, что такие атаки повышают для Москвы цену войны и могут подтолкнуть ее к переговорам. Песков ответил на это обвинениями в адрес финского лидера. Господин Стуб действительно сделал такие заявления. Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на Земле. Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты
стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта, но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым. Киев стал первой зарубежной точкой Энди Бёрнема после прихода на Даунинг-стрит. Встреча с Зеленским прошла еще накануне, но британский премьер отдельно подчеркнул, смена главы правительства не означает смены курса Лондона в отношении Украины. Большое спасибо, Владимир. Мы гордимся тем, что поддерживаем вас. Для меня было важно приехать сюда в свою первую зарубежную поездку после вступления в должность, потому что предыдущие премьер-министры бывали здесь, а мой предшественник Кир был убежденным сторонником Украины и помог создать коалицию желающих. Я считал необходимым приехать, чтобы вы и украинцы знали, поддержка Великобритании не изменится. Мы не из тех, кто сегодня здесь, а завтра исчезает. Мы будем рядом с вами. Спасибо за поддержку вашей страны, правительств и Его Величества на протяжении всех этих лет. Спасибо всем вам, добро пожаловать. Я очень рад, что вы решили приехать в нашу страну, особенно в этот день. Бёрнем фактически продолжает линию своего предшественника Кира Стармера, при котором Великобритания вместе с Францией стала одним из инициаторов так называемой коалиции желающих. В Москву впервые за 5 лет приехал глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер. Главной темой переговоров с Сергеем Лавровым стала война в Украине. Святой Престол вновь предлагает дипломатический путь и заявляет о готовности быть площадкой для диалога. Святой Престол продолжает с глубокой обеспокоенностью следить за войной в Украине и скорбит о страданиях невинных людей. Спустя более 4 лет боевых действий конфликт продолжает расширяться. Число жертв растет. Многие семьи остаются разделенными, а материальные и психологические последствия конфликта затрагивают миллионы людей в Украине и России. Скажем прямо, эта война должна закончиться. Поэтому во время нашей встречи я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать настоящие переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Этот конфликт нельзя решить военным путем. Необходимо создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Настоящий диалог предполагает понимание того, что чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее будет найти приемлемое решение, в то время как страдания людей продолжают усиливаться. Святой Престол призывает обе стороны проявить открытость и добрую волю, чтобы такой диалог стал реальностью как можно скорее. Отдельно говорили о гуманитарных вопросах и детях, затронутых войной. Москва со своей стороны представила Ватикану собственное видение возможного урегулирования. Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин и подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине. Подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному, так называемому детскому досье. Германия в ближайшее время обещает назвать тех, кто стоял за попыткой атаки беспилотниками на аэропорт Лейпциг-Галле 4 августа. Фридрих Мерц сообщил, что расследование продолжается вместе со службами безопасности. Немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут о возможном следе российских спецслужб. Официально Берлин Россию пока не обвинял. Германия все чаще становится целью гибридных атак. Это наглядно показала атака 4 августа на аэропорт Лейпцига. Нападающие действуют все более безрассудно, допуская возможность серьезного материального ущерба, а также ранений и гибели людей. Здесь, в Нойхарденберге, мы не будем обсуждать, кто стоит за атакой в Лейпциге. Мы интенсивно работаем над этим вместе со службами безопасности и в ближайшее время представим наши выводы и прокомментируем их. Кроме того, на выездном заседании правительства Фридрих Мерц говорил и об экономике. Германия пытается вернуться к устойчивому росту после затяжного периода слабой динамики. И теперь вопрос в том, как перевести нашу экономическую модель в новую эпоху. Мы хотим преодолеть вялый рост нашей экономики. Мы хотим создать условия для ее восстановления и нового роста занятости. Я убежден, что это в значительной, хотя и не полной мере, зависит от нас самих. Германия способна выдержать глобальную конкуренцию и даже стать примером для других.
Но для этого правительство должно создать необходимые и правильные условия. У нашей страны огромный потенциал, и у нас совершенно нет причин недооценивать себя. Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир накануне прибыл в Тегеран с посреднической миссией. В аэропорту его встретил глава МВД Ирана Искандар Мамеди. Визит проходит на фоне нового витка противостояния между Ираном и США. Вашингтон объявил о масштабном усилении экономического давления на Тегеран, а Иран в ответ вновь пригрозил полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива. Мунир вместе с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви провел переговоры с иранским руководством. Фельдмаршал Саед Асим Мунир и я провели очень позитивную и продуктивную встречу с президентом Ирана. Мы обсудили конфликт между Ираном и США, напряженность на Ближнем Востоке и дальнейшие шаги, а также меры, необходимые обеим сторонам для восстановления Исламабадского меморандума о взаимопонимании, что должно привести к комплексному урегулированию конфликта. Президент Ирана откровенно изложил позицию и озабоченности своего правительства, и у нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, встреча завершилась на очень позитивной ноте. Мы надеемся, что эта динамика поможет добиться дальнейшего прогресса и прочного мира в регионе. Исламабад пытается выступить посредником между сторонами. Мунир поддерживает контакты с Дональдом Трампом, а в Тегеране пакистанская делегация обсуждала возможные условия урегулирования непосредственно с иранским руководством. Новые угрозы Вашингтона в Тегеране встретили без особой тревоги. Опрошенные Reuters иранцы говорят, к санкциям страна давно привыкла, а расчет Трампа сейчас не столько на экономический эффект, сколько на страх и давление внутри Ирана. Особенно такой человек, как Трамп, который каждую минуту говорит что-то новое. На мой взгляд, их главная цель — посеять хаос, оказать психологическое давление, повлиять на общественное мнение, вызвать страх и отчаяние в нашем обществе. Потому что экономическими методами добиться своего они не могут. Все трудности и проблемы мы уже оставили позади, и, слава богу, приближаемся к вершине. Если наши власти будут достаточно эффективно управлять ситуацией, не думаю, что это окажет существенное влияние на наши планы. Эксперты считают, что Вашингтон с осторожностью относится к возможному введению санкций против китайских банков из-за риска ответных мер Пекина. В этом заявлении практически не упоминались китайские финансовые учреждения. Поэтому пока не ясно, насколько далеко администрация готова зайти в этом вопросе, особенно учитывая, что президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют еще одну встречу, думаю, ближе к концу сентября. Между США и Китаем действует очень хрупкое торговое перемирие. Меры против крупного китайского банка, которые отрезали бы его от международной финансовой системы, могли бы серьезно навредить этим отношениям и создать значительные проблемы. Президент Сирии Ахмед аш-Шара впервые прокомментировал решение Вашингтона снять с Дамаска статус государства — спонсора терроризма. В видеообращении он поблагодарил Дональда Трампа и страны, которые поддержали Сирию. Во имя Бога, милостивого и милосердного. Мир вам, милость Божья и Его благословение. Сегодня Сирия сбрасывает с себя тяжелое бремя и закрывает болезненную главу своего прошлого, чтобы встать на путь развития, восстановления и возрождения. Великий народ Сирии, вы снова добились своего. Санкции сняты, ограничения отменены. Я прошу Всевышнего помочь нам служить вам. Выражаю глубокую благодарность президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, а также всем дружественным странам, которые поддерживали нас и были рядом. Мир вам, милость Божья и Его благословение. Сирия находилась в американском списке с 1979 года. При Хафезе Асаде и все время правления его сына Башара Асада. Теперь в нем остаются 3 страны — Иран, Северная Корея и Куба. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа начать вводить новые ограничения на голосование по почте. Судьи приостановили решение нижестоящего суда, которое блокировало указ Трампа в 23 штатах и округе Колумбия. Указ усиливает роль федеральных властей в проведении выборов. В частности, почтовая служба должна доставлять бюллетени только избирателям, включенным в утвержденные штатами списки для голосования по почте. При этом другое судебное решение, которое пока не позволяет почтовой службе применять эти правила по всей стране, остается в силе. Споры вокруг указа продолжатся. В США порядок проведения выборов во многом определяют сами штаты, и противники новых правил считают, что Белый дом выходит за пределы федеральных полномочий. Решение особенно важно перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре. Политолог Кристиан Гросс отмечает, если указ успеют реализовать в полном объеме, он может повлиять на то, какие почтовые бюллетени будут приняты и учтены. В Соединенных Штатах выборы проводятся на уровне штатов. Правила и законы отличаются от штата к штату.
Федеральное законодательство предусматривает, что выборы находятся в ведении штатов. И один из юридических вопросов сейчас заключается в том, насколько самостоятельно штаты могут решать, как организовывать голосование по почте и проводить выборы, и насколько указы Трампа позволяют федеральным властям вмешиваться в этот процесс. Сам Трамп давно выступает против голосования по почте и утверждает, что оно создает возможности для нарушений. При этом подтвержденные случаи масштабных фальсификаций такого голосования в США крайне редки. Если дело дойдет до полной реализации указа, это может серьезно повлиять на ноябрьские выборы. Одно из главных положений указа Трампа существенно меняет порядок голосования по почте на федеральном уровне. Почтовая служба, это федеральное ведомство, получит значительные полномочия в том, как доставлять почту и как определять порядок доставки избирательных бюллетеней. В указе говорится, что это должно повысить эффективность и установить единые национальные стандарты. Но критики считают, что в результате больше бюллетеней, отправленных по почте, могут не засчитать. Сейчас по почте голосует значительно больше демократов, чем республиканцев. Поэтому потенциально это может помочь республиканцам на выборах. Венесуэла пытается привлечь новые инвестиции в нефтегазовый сектор. Власти объявили о подписании сразу 50 соглашений, однако пока не раскрыли ни их стоимость, ни компании, которые будут участвовать в проектах. Даже в условиях чрезвычайной ситуации добыча нефти у нас не прекращалась. Сегодня она превышает 1 миллион 230 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой сфере, которые предусматривают новые инвестиции, более чем в 76 районах добычи углеводородов по всей стране. В свою очередь, ЭКЛАК, Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, прогнозирует рост экономики Венесуэлы в этом году на 6,5%, что является самым высоким показателем в регионе. Кроме того, наша экономика растет уже 21 квартал подряд. Это важные показатели. Однако они ни в коем случае не являются конечной целью, поскольку нам еще предстоит долгий путь к восстановлению экономики, серьезно пострадавшей от санкций. Родригес связывает восстановление отрасли и экономики с ростом добычи и новыми вложениями. При этом санкции против Венесуэлы остаются одним из главных ограничений для нефтяного сектора страны. Франция и Саудовская Аравия договорились построить под Парижем огромный парк развлечений по мотивам Dragon Ball Z. Проект стоимостью 6 миллиардов евро появится в районе Сержи-Понтуаз и, по данным Елисейского дворца, создаст около 22 тысяч рабочих мест. Идея возникла после того, как Эммануэль Макрон и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман выяснили, что оба увлекаются знаменитой японской франшизой. Соглашение подписали во время визита бин Салмана в Париж. Стороны также договорились о проектах в порту Джидды и метро Эр-Рияда и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Дату открытия парка пока не называют. В Пекине роботы-гуманоиды впервые соревновались в тяжелой атлетике на Всемирных играх роботов. В тяжелой категории участвовали 4 машины. Начинали со штанги весом 15 килограммов. Для одного из участников попытка закончилась эффектным падением. Робот потерял равновесие, уронил штангу и рухнул прямо в сторону судейского стола. Соревнования остановили, а механического атлета унесли на носилках. В программе игр есть и менее силовые испытания. Роботы соревнуются в танцах и черлидинге, а также в точности движений. Например, пытаются снимать крышки с бутылок. Всего в программе 51 дисциплина, 30 спортивных и 21 испытание, имитирующее практические задачи. Игры проходят в Пекине второй год подряд и завершатся 26 августа.